Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай Gearbest. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришел автоматический дозатор мыла AD1806. Упаковка мятая, поэтому для подарка не подойдет. На самой коробке полезной информации мало, кроме основной картинки, что необходимо 4 батарейки и рассказ о том, как детям нравится пользоваться дозатором и как он красиво впишется в ваш интерьер. Все, конечно, звучит красиво, но нужно смотреть. Поэтому открываем коробку и рассматриваем содержимое. В комплекте сам дозатор, инструкция и шприц. Шприц предназначен для продувки системы, во время, так сказать, периодического обслуживания. Инструкция на английском языке, но в принципе и без нее и так все понятно. Дозатор выполнен из качественного пластика, приятного на ощупь, имеет водозащиту IPX4. Спереди черная вставка, которая в себе не несет никакого практического применения. Сверху 2 прорезиненные кнопки и 1 светодиод, спрятанный под корпусом. Одна кнопка отвечает за включение-выключение дозатора, вторая за регулировку количества выдаваемой пены. На носике дозатора находится инфракрасный датчик, благодаря которому распознается приближение руки и происходит автоматическая выдача пены. Датчик срабатывает на расстоянии 7 см. И там же резиновое выпуклое отверстие, откуда непосредственно выходит пена. Дозатор имеет вытянутую закругленную форму. Ни спереди, ни сзади нет никаких кнопок или обозначений. Снизу установлен бачок для жидкого мыла емкостью 280 мл. Бачок снимается с помощью откручивания. И тут сразу приятный момент, что нет никаких заглушек или крышек над отверстием для залива, как в других моделях. Просто заливаем жидкость и закручиваем бачок на место. В торце основной части присутствует шланг для забора жидкости, отсек для батареек и иллюстрация очередности установки самих батареек. Ну а сейчас подготовим дозатор к работе. Для начала необходимо сделать мыльный раствор. Открываю бачок и заливаю жидкое мыло. Соотношение от 1 к 5 до 1 к 10. Все зависит от качества мыла. Но вообще со временем соотношение определяется опытным путем, и в итоге все заливается на глаз. Оставшееся пространство заполняю водой. Воду рекомендую использовать бутилированную, для продления срока службы дозатора. Далее, заткнув отверстие пальцем, взбалтываю содержимое. Затем нужно установить батарейки типа 2А, 4 штуки, соблюдая полярность. Тут очень важный момент. При закрытии крышки следим за тем, чтобы уплотнение было на месте. При включении дозатора моргает белый светодиод, при отключении – красный. При первом нажатии кнопки регулировки диод моргает 1 раз, при повторном – 2 раза. Это означает о включении первой или второй мощности подачи пены. Ну а сейчас проведу первое испытание и заодно сравню выдачу пены на разных мощностях. Как видно, на второй скорости выход пены намного больше. А вот более наглядный пример. И еще хочу провести небольшое сравнение с другими дозаторами. Обе модели по бокам являются суббрендами от Xiaomi. Справа модель прямоугольная и закругленная по краям, а вот левая имеет больше отличий. Угловатая прямоугольная форма. А сейчас проведу сравнение между дозаторами по выходу пены. На первой мощности объем пены у всех дозаторов практически одинаковый, а вот на второй заметна разница. Интересно, что у всех дозаторов разное время срабатывания датчика при одинаковых условиях. И для тех, кто впервые сталкивается с автоматическими дозаторами, хочу показать, как неудобно заправлять мыльный раствор в другие модели. Чтобы их открыть, приходится прикладывать усилия. Происходит какой-то щелчок, так и норовит что-нибудь сломаться. Поэтому бачки в этих моделях идут как расходник, чтобы в очередной раз производитель мог заработать на вас. Кстати, может показаться, что бачок в AD1806 меньше, чем у остальных. Но это не так. У модели справа объем бачка всего 250 мл, а вот в левой модели 310. Так что наш дозатор ровно посередине. И в заключение. Дозатор мне понравился. Выглядит очень красиво. И по-любому впишется в интерьер любой ванной. Немного о плюсах. Есть регулировка выхода пены. Простая дозаправка, хороший объем бака и самое приятное, что цена самая низкая. Минусов я вообще не обнаружил.
Единственное, герою обзора для работы требуется 4 батарейки, на одну больше, чем у Xiaomi-шных. Это возможно для большего выхода пены. И я даже не знаю, считать это плюсом или минусом. Решать вам. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на все модели под видео. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.